If I may say so, I'm very happy to be in Rostov. It's my first visit. So let me say what a beautiful city this is. Beautiful Kremlin, beautiful monasteries, beautiful city. And of course fantastic for a Dutch ambassador to see the Dutch walls, the Dutch fortifications here. Во-первых, я хочу начать с того, что это мой первый визит в Ростов, и поэтому я была под большим впечатлением от того, насколько красивый это город, какой он потрясающей красоты, и, конечно, и Кремль, и монастыри. Но для меня, как для голландца, особенно для меня приятно и интересно посмотреть следы голландского наследия. Это прекрасная крепость, которая была построена голландскими архитекторами. And it's so interesting that this was, already 400 years ago, Russia and the Netherlands were working together. Уже 400 лет назад Голландия и Россия сотрудничали, работали вместе. Вы говорили, госпожа посол, что готовы оказать поддержку Ростову и земляной крепости, голландской земляной крепости в частности. О какой поддержке может быть речь со стороны? I think this seminar is already a good example. Ну вот этот семинар – это уже хороший пример подобной поддержки. I think it's always very important to exchange best practices, experiences between cities and countries. Это очень важно обмениваться опытом, лучшими практиками между экспертами и нашими странами. I think every country has its own situation, every city has its own situation. It's unique in a way. Конечно, в каждой стране своя ситуация, каждый город даже отличается своей какой-то спецификой. But it's always really interesting to learn from experiences of other cities and other countries. Но, конечно, очень интересно узнавать опыт других стран. We have similar fortifications in the Netherlands. У нас есть в Нидерландах подобные фортификации. And we have similar cities like Rostov in the Netherlands, similar size. И есть города подобного размера, как Ростов. So it's interesting, I think, to see how did they use the fortifications, what did they do with it, how did they involve the public, what was the role of the different parties. Поэтому мы думаем, что будет очень полезно посмотреть, как такие города в Нидерландах работали с такими крепостями. Вы посоветуете своим друзьям, например, приехать сюда как туристам? Absolutely. I think this is a beautiful Kremlin, and for me it very much has a feeling of Russia, the чувство России. Конечно, это прекрасный Кремль, и у меня здесь возникает действительно ощущение России. I think the building itself is beautiful, the Kremlin. Постройки Кремля, конечно, сами очень I красивые. only saw a little bit because, we had the seminar and I had to work as well, but from what I saw, there are beautiful buildings in the Kremlin. Конечно, мне не удалось увидеть все, потому что все-таки у нас была работа, у нас был семинар. Very old frescoes, for example, in the churches, very special exhibitions. Например, уникальные настенные росписи в храмах Кремля и экспозиции. But I think also the location is beautiful. It's always very nice to see something on the water. So you have the lake and the Kremlin view on the lake. Местоположение, конечно, уникальное. Всегда прекрасно, когда что-то находится на берегу воды, водоема. Здесь озеро Нера. You have beautiful monasteries here in Очень Rostov. красивые монастыри. And also the center of the town is interesting, the feeling of 19th century Russia. И центр города очень интересный, вот ощущение 19 века. So I very much get the feeling here of different phases in the history of Russia that you can feel in Rostov. Поэтому возникает ощущение разных этапов развития исторического России в разные века. So I will definitely recommend my friends from the Netherlands and from England, because my husband is British, so we also have family and friends in England. Поэтому я обязательно рекомендую моим друзьям и родственникам не только в Голландии, но и в Англии, потому что мой муж англичанин. To come and visit and have a look at your beautiful city. Чтобы приехать и посмотреть этот прекрасный город. And I will also tell them to look out for the Dutch fortifications. И я попрошу их
найти голландскую крепость. Because, as I said, as the Dutch ambassador, I'm also very proud of what they left behind here. Потому что, будучи голландским послом, я горжусь тем, что оставили наши предки здесь, на этой земле. Ну и тогда еще один вопрос. Голландская крепость, безусловно, уникальный памятник истории. Кстати, Ростову более 1000 лет. Да. И тем не менее, ни город, ни крепость не внесены в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Как вы считаете, достойное ли это место внесения в список? Can you repeat that? What do you think? Is they valuable enough to be included in the UNESCO list of World Heritage? I think that is up to UNESCO. I'm not a specialist of UNESCO, but I would have thought it's a very interesting combination that you have the Kremlin, the churches, the religious, but also to a certain extent the fortification side. I think as a complex, it makes it very interesting. Конечно, последнее слово за экспертами ЮНЕСКО. Я не вхожу в их число, но этот комплекс в своей целостности, именно и Кремль, и городские валы вокруг, представляют собой уникальный ансамбль, который дополняет друг друга. И вот в этой целостности он, конечно, должен быть интересен для ЮНЕСКО. Да? Все? Thank you. Да? Спасибо вам большое.